Меня зовут Синчугов Александр, я дизайнер интерьера. Сегодня я покажу вам необычный проект – дом, сквозь который растут деревья. После начала пандемии в 2020 году люди оказались в вынужденной самоизоляции. Тенденции в покупке недвижимости сместились в сторону обособленности, уединения и жизни на природе в своем собственном доме. Те, кто до этого проводили за городом 1-2 недели, оказавшись в заточении на несколько месяцев, увидели, насколько невнимательно они относились к своему загородному жилью и поняли, что надо срочно обустраивать дом, или строить комфортный новый. Заказчик проекта решил пристроить к старому деревянному дому новый современный двухэтажный и соединить их на уровне второго этажа теплым переходом. Концепция состояла в том, чтобы объединить две эпохи. У заказчика был серьезный опыт в строительстве, поэтому работы решили осуществлять без архитектурного проекта, руководствуясь только эскизами. Я, в качестве дизайнера, помогал заказчику создавать образ экстерьера и в дальнейшем занялся интерьером. В проекте есть очень интересная деталь. Владелец дома хотел сохранить два старых дерева на участке – дуб и сосну. Дом как будто бы вырос вокруг этих деревьев. Деревья проходят через все этажи в стеклянных шахтах, при этом предусмотрен полив корней, а ветви выходят на открытый воздух через крышу. Конструкция дома состоит из металлического каркаса и полностью прозрачных стеклянных фасадов. Это наполняет дом светом. Наружная лестница не только помогает подняться на эксплуатируемую крышу, минуя интерьер, но еще и наслаждаться видами, которые меняются при подъеме наверх, вместе с углом обзора. По сути, каждая ступень лестницы – это новый уникальный ракурс. Интерьер почти полностью выполнен в светлых тонах с использованием натуральных мотивов мрамора и дерева. Крупноформатный глянцевый керамогранит с рисунком мрамора расползается по первому этажу, переходя с пола на стены. Несущие металлические колонны было решено не акцентировать, поэтому их просто покрасили в белый цвет. Единственная глухая стена на первом этаже, вдоль которой расположена кухня и на которую опирается часть дома, изначально была кирпичным массивным забором, ограждающим участок от улицы. Но так как забор ниже высоты перекрытия, в верхней части стены появилась фрамуга, через которую с улицы проникает дополнительный свет. Вообще, много света – это была главная задача, поставленная заказчиком. Гардероб, кухня и ТВ-зона составляют единую архитектурную форму. Все фасады белые, глянцевые, без ручек, в современной стилистике. Кухня полностью функциональна, имеет все необходимое наполнение. В качестве освещения выбрано использование специальных тканевых полотен на потолке с диодной подсветкой в теплом спектре за ними. Все окна в доме имеют зеленый оттенок, что немного меняет цвет заполняющего этажи света. Ограждение также сварено из черного металла, делая лестницу полностью безопасной даже для маленьких детей. Марши лестницы сварены из металлического каркаса, окрашенного в белый цвет, а ступени выполнены из шпона натурального дуба. Это эстетичная и в то же время практичная и долговечная конструкция. На первом этаже находится большая ванная комната. Чаще всего в двухэтажных домах вся жизнь проходит на первом этаже, поэтому спальню с ванной мы расположили внизу, а не на втором этаже, как это обычно делают. Большая ванна находится в самом центре комнаты и с двух сторон закрыта душевым ограждением. Для удобства, чтобы не залезать в ванну, чтобы набрать воду, излив находится не в зоне душа, а с краю, и его очень легко доставать рукой.
Необычно смотрится пространство между спальней и ванной. Это не глухая стена, а стеклянная шахта с растущим в нем деревом. Главной сложностью ванны на втором этаже было то, что одна из стен – это панорамное окно, выходящее на улицу, и то, что к умывальнику надо было сделать подводку из пола. Для того, чтобы раздеться и принять душ, надо закрыть рулонные шторы. В полностью современном доме, состоящем из металла, стекла и керамогранита, хотелось иметь элементы преемственности. Внутри всех стеклянных фасадов дома использован орнамент. Он отдает дань загородной петербургской архитектуре прошлого – петербургским дачам.